Кильян Мбаппе больше не важен для Реала. Казимира уходит из МЮ. Кимиху нужен агент. Тен Хаг уверен в себе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. По данным The Sun, Эрик Тен Хаг уверен, что получит возможность произвести впечатление на сэра Джима Рэдклиффа и новое руководство МЮ. Несмотря на переговоры между Рэдклиффом и бывшим тренером Челси Грэмом Поттером, испытывающий трудности голландец все еще надеется, что сможет представить свой план по обновлению летнего состава и закрепить свое положение. Как сообщает Mail Sport, инвестиции Рэдклиффа в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов столкнулись с задержками из-за юридических структурных вопросов. Однако ожидается, что его 25% доля будет официально одобрена на следующей неделе. Тем временем позиция Эрика Тен Хага оказалась под пристальным вниманием после поражения МЮ от Борнмута и вылета из Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что в этом сезоне у МЮ больше поражений, чем побед, в ноябре он немного оправился, что привело к 6-му месту в АПЛ. В этот период наставник получил признание за свои усилия и был удостоен награды тренер месяца. Хотя в настоящее время в нынешней иерархии нет сильной склонности уволить его, крайне важно, чтобы производительность команды улучшилась, чтобы обеспечить его долгосрочную безопасность. По данным The Sun, первоначальное общение Тен Хага с новыми руководителями футбольных операций вероятно будет происходить со спортивным директором Дэйвом Брейлсфордом, а не с самим Рэдклиффом. Многие полагают, что Тен Хаг уже получил значительную поддержку в размере 400 миллионов фунтов стерлингов. Однако пока еще неизвестно, будет ли у него возможность реализовать свое видение команды. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о своем будущем во главе национальной команды. Во всех процессах возникает момент, чтобы остановиться и подумать. И тогда мы, как тренерский штаб, сможем выполнять то, что делали прежде. Снова соревноваться на самом высоком уровне. Это является нашей целью. Вот где мы находимся. С того дня ничего не изменилось. Приводит слова Скалони Movie Star. Ранее в СМИ появлялись сведения, что Скалони принял решение остаться на посту тренера Аргентины. Мадридский Реал не будет пытаться заполучить нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе любой ценой, однако не отказывается от планов по трансферу футболиста, сообщает АС. Как отмечается в материале, позиция руководства испанского клуба относительно француза изменилась. Если он рассматривался как футболист, вокруг которого планировалось строить команду, то теперь в Реале не планируют во что бы то ни стало приобрести игрока. На эту ситуацию повлиял прогресс Винисиуса и Родриго, а также яркая игра Джуда Беллингема, купленного у Дортмундской Боруссии летом. Статистические показатели Мбаппе и его влияние в СМИ велики, поэтому королевский клуб не анонсирует планы по переходу футболиста. С 1 января Кильян получит возможность вести переговоры с другими клубами, если не продлит контракт с ПСЖ. Реал будет ждать ответа от матери и агента игрока Файза Ламари до 15 января. Ранее сообщалось, что в ПСЖ хотят, чтобы Мбаппе активировал пункт об автоматическом продлении договора до 2025 года. Саудовский клуб Аль-Хиляль собирается отправить полузащитнику МЮ Казимира предложение о зарплате в размере около 20 миллионов евро в год. Агенты игрока открыты к трансферу в клуб из Саудовской Аравии. Также сообщается, что ПСЖ и один неназванный итальянский клуб, проявляющий интерес к игроку, уже ознакомились с предложением. Казимира перешел в стан красных дьяволов из мадридского Реала летом 22-го. Йозуа Кимих хочет нанять агента. Кимих — единственный игрок Баварии без агента.
Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2025-го. Он один из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой в 20 миллионов евро в год. Теперь стороны должны обсудить новый контракт. В Баварии считают, что Киммих не может претендовать на большую зарплату. Журналист Кристиан Фальк считает, что наем агента – признак того, что Киммих рассматривает возможность переезда за границу. Полузащитник МЮ Донни ван де Бек отправится в аренду в Айнтрахт до завершения сезона 23-24. Об этом сообщает Фабрицио Романо. По его информации, клубы достигли устного соглашения. Срок аренды рассчитан до июня 24-го с возможностью выкупа за 15 миллионов евро, включая бонусы. Выкуп не носит обязательный характер. Кроме этого, Айнтрахт также оплатит саму аренду. Среди претендентов на приобретение игрока также назывались испанские Барселона и Жирона. Милан обратился к Барселоне с целью обсудить доступность защитника Климана Лангле в январское трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. В текущем сезоне француз выступает за Астон Виллу на правах аренды. Ранее в СМИ сообщалось, что Милан также рассмотрит возможность подписания польского защитника Арсенала Якуба Кивьора. Еще один из вариантов итальянского клуба – возвращение Матео Габби из аренды в Вильяреале. МЛС анонсировала изменения в правилах, которые вводятся со следующего сезона, сообщает ESPN. Они были опробованы в лиге MLS Next Pro и призваны ограничить потери игрового времени по ходу матчей. Одним из двух изменений для этой цели стало введение ограничения в 10 секунд на замену. Столько времени отводится футболисту, которого собираются поменять, чтобы покинуть поле. Если этого не произойдет, игрок, который появляется на поле, должен будет подождать дополнительную минуту и сможет выйти во время следующей остановки встречи. Правило не распространяется на вратарей и травмированных. Другое нововведение связано с получением повреждений во время матча. Если игрок, который получил травму, остается на газоне в течение не менее 15 секунд, то он должен быть отправлен для оказания ему помощи за кромку поля и сможет вернуться в игру не ранее, чем через 2 минуты. Исключения будут сделаны, если травма вызвана нарушениями, за которые сфалившему показали желтую или красную карточку. Также были одобрены и несколько более мелких изменений. В частности, на табло стадионов теперь можно показывать количество прошедшего компенсированного времени. Решения ВАР теперь будут объявляться судьями. Также в случаях, когда игроки сталкиваются головами и это требует оказания медпомощи, они будут возвращаться на поле одновременно.